На этой неделе прокуроры продолжили читать материалы уголовного дела по второму кругу. Что это означает? Однажды, прочитав уже практически 165 томов уголовного дела, они вернулись к первым томам дела. И сегодня вновь мы на 80-м томе. Что любопытного мы услышали на этой неделе? Как правило, прокуроры оглашают процессуальные документы. Это протоколы выемок, протоколы обысков, осмотров, постановление о приобщении и признании к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановление о назначении экспертиз. То есть прокуроры нам демонстрируют, каким способом собирались доказательства по настоящему уголовному делу. Что мы увидели? Мы увидели, что предварительного расследования по уголовному делу по обвинению Ходорковского и Лебедева не проводилось. Как собирались доказательства? Доказательства собирались незаконно, а именно путем осмотров других материалов уголовных дел, путем выемок следователем у следователя документов, путем осмотров по второму, по третьему кругу, опять же, этих материалов уголовных дел. Либо путем запросов из других уголовных дел, документов, которые, по мнению следствия, могут быть им полезны. Но чтобы не быть многословным, могу привести такой пример, что следователь Каримов запросил из другого уголовного дела документы, ни много ни мало, а 268 позиций, которые он знал по наименованию, он знал также и реквизиты указанных документов. Мало того, ему было известно о том, какие свидетели допрашивались по другому уголовному делу. И таким образом в наше дело поступило ни много ни мало, а 6 томов. Таким образом формировалось уголовное дело. Кроме того, прокуроры продемонстрировали новый способ представления доказательств, так называемое исследование, а именно перечисляя многочисленные документы, говоря о том, что документы являются сложными, а как правило содержат множество цифровых показателей, они предлагали суду обозреть указанные документы. Суд, не мудрствуя лукаво, фактически обозревал эти документы буквально за 1,5 минуты, чисто визуально. Очень любопытно было услышать из уст прокуроров, что следователи регулярно обращались в так называемые ими подставные компании. Это компания ЮКОС ФБЦ, который занимался бухгалтерским обслуживанием компании ЮКОС, и ЮКОС РМ, которая является управленческой компанией, в которую входила структура ЮКОСа. Прокуроры таким образом продолжили тему порядочных похитителей, о котором я уже ранее говорила, а именно похитители нефти не только учитывали похищенную нефть и отражали это в бухгалтерских балансах, платили налоги и сдавали декларации с показателями о похищенной нефти и уплаченных налогов в государственные налоговые органы. Таким образом, прокуроры подтвердили еще раз порядочность похитителей, запрашивая у подставных компаний те сведения, которые они затем и заложили в обвинительное заключение. Ну, не парадокс ли? Сегодня процесс у нас завершился тем, что судья Данилкин тихо сообщил присутствующим в зале лица и участникам процесса, что наконец-то он рассмотрел ходатайство и удовлетворил о истребовании у стороны обвинения дисков, телефонных переговоров, стенограмму которых мы услышали более 3 недель назад, и более 3 недель назад было заявлено ходатайство стороны защиты о необходимости прослушать указанные диски. Ходатайство сегодня было удовлетворено. Что ждет нас на следующей неделе, сказать трудно. Возможно, что прокуроры пойдут читать одни и те же материалы дела по 2-му, по 3-му, а может быть и по 4-му.